Добрый день, дорогие подписчики, добрый день, дорогие друзья. Я сегодня получил очень интересное видео от одного из наших подписчиков, который заснял небольшой видеоролик, на котором видно, как наш МУП Николаевский выбрасывает строительный мусор на территории пансионата «Большевик». Давайте с вами посмотрим этот небольшой ролик. Я, чтобы убедиться в этом, специально поехал в «Большевик», чтобы посмотреть. И действительно, что я заметил, по всей территории базы отдыха «Большевик» разбросан строительный мусор, разбросаны ветки, есть кучи с бытовым мусором. То есть получается, вся территория пансионата «Большевика» полностью завалена мусором. И самое что интересное, в тот момент, когда я снимал, я увидел, как трактор МУП Николаевский подъехал и как раз вываливал этот строительный мусор. Я подошел к нему и поговорил с водителем. Вот я вам покажу это небольшое короткое видео. Добрый день. А зачем вы сюда возите? Разрешение на съемку есть? Конечно. Покажи. А у вас разрешение на выброс мусора есть? Советский президент. Это сельский совет вам сказал сюда высыпать? Да. То есть туда нужно идти, да? Да. Убери камеру. Говорю, убери камеру по-хорошему. По-хорошему, а почему? Разрешение есть на съемку? Ну Ты меня снимаешь? я вас не буду снимать. Я вас не снимаю. А? То есть мне в сельский совет идти, да? Я сейчас суп. Я в суп подам, запомни. Хорошо, мне в сельский совет идти? Да, иди на совет. Звони Шорохову, здесь скажет. Шорохову? Конечно. Ты совет иди. Ты узнавай все. Хорошо, это они вам сказали, да? Конечно. Это опять организация МУП сюда возит. Что-что? Организация МУП возит сюда мусор. Организация МУП? Да. А что они сюда А возят? куда возить? На свалку? На какую свалку? Ну, на полигон, есть полигон специально. Где? Ну где? Ну, Где? где-то что В написано? Евпатории. Ну, наверное. Наверное. Я в Евпаторию везу 2 ветки, да? Не, ну Ну. это ж не ветки. Я тебе вообще говорю. Это ж не ветки, это вот строительный мусор. Зачем МУП сюда высыпает строительный мусор? Самое что интересно, что свалка этого мусора
производится прямо на берегу моря, буквально 100 метров от моря. Это, я считаю, абсолютно недопустимо. Также я сейчас обзвоню депутатов и попытаюсь выяснить эту ситуацию, рассказать им. Я уже им предварительно поскидывал видео, они посмотрели, и хочу услышать их комментарии по этой ситуации, что они нам скажут. Давайте сейчас их послушаем. Алло. Десар, здравствуйте. Да, добрый вечер. Слушайте, я звоню вам по такому поводу. Сегодня видео получил, мне скинули на почту видео, там один человек зафиксировал, как МУП этот Николаевский мусор Ну вывозит. да, мы знаем этого человека, его фамилия Павлюк. Нет. Нам уже позвонили, что он там снимал, ну-ну. Я потом поехал туда, поехал потом и действительно снимал, да. Да. Ну, потому что и увидел как раз там этот трактор, получается, который вываливает там мусор. Прошел по территории, а там реально уже вся территория завалена этим строительным мусором, ветками, даже бытовой мусор там в пакетах прямо валяется, получается. Я говорю, как... И он подошел к водителю, он мне говорит, типа, звони Шорохову, звони в сельский совет, в МУП и с ними разбирайся. Они мне сказали туда возить. Как так вот получается? Вы 100-метровую полосу Черного моря, грубо говоря, защитная полоса, да, фигачите туда такой именно голимый строительный мусор, гнилье какое-то. И вот я хотел спросить, как у вас так, зачем это вы делаете? Ну, тут немножко сложный вопрос. Дело в том, что нам тоже от администрации срочно освободить территорию прибрежную, то есть вот этот пансионат Бирюза, там, ты в курсе, там мы это все вывозим. Вот. А куда вывозить? Куда? Мы временно складываем там. Ну, дядя Саша, ну не временно, да, если было временно, то это была бы одна куча по центру там где-то, которую потом удобно эскаватором сгребать и перегружать. Вы разбрасываете повсюду, я всю территорию прошел, там кучка под кустиком, там в канавку засыпали, там еще где-то, разбросали по всему Большевику этот мусор. Это не временно, это на постоянку такое впечатление. Зачем это вы, получается, 100-метровую зону чистите в одном месте, а другую засираете, извиняюсь за выражение? Ну это ж не дело, так нельзя делать. Вы же любите свою Николаевку, понимаете? Ну, хорошо, давай между нами. Ты предлагаешь куда вывозить? Ну, вот давай конкретно. Если ты ругаешься, ты должен предложить куда? Куда вывозить? На свалку, куда положено. На свалку. На какую свалку? Где она? Ну где? Куда вот наш бытовой мусор и строительный вывозится? За Симферополем. Ну, туда и вывозить, конечно. А ты знаешь, сколько будет это стоить, чтобы вот это все вывезти? Ну, не знаешь. Вот. Дорого будет, конечно. Ну, а что делать? А откуда деньги, Зин? Откуда деньги? Сейчас у нас денег нет. Откуда деньги, чтобы это все вывезти? Ну, Саша, ну ладно, там какую-то кучу вы вгрузили бы, там собирали там мусор. Согласен, потом были бы деньги. Да у нас не меньше, чем у тебя болит голова, блин, за это потом куда вот это все девать, которое мы туда вывозим. Мы тоже об этом думаем. Ну, потом появятся деньги, будем как-то потихоньку нанимать, вывозить. У нас на сегодняшний день, в связи с тем, что Николаевка вся вырезала все деревья, и у нас перерасход есть уже по мусору, по вывозу, по этим веткам. Нам они говорят, экоресурс, вы вывезли веток в этом году больше, чем Симферопольский район вместе взятый. Вы что, вообще там охренели? Что там делаете? Ну, Саш, ну вы же видели, наверное, вот эту машинку, которая на трассе мы все ездим, они ветки ее рубят. Можно же такую, ладно, не купить, она дорого, ну, временно взять. Я предлагал, да, давайте купим. Но опять узнали, сколько стоит, все сказали, ого. Ну, не купить, в аренду взять, я не знаю, что там. Ну, Русланчик, ты ж понимаешь, ты ж наш человек, что все это упирается в деньги, а деньги где их взять? Хорошо, ветки, ладно, с ветками это такое, био. В принципе, можно что-то придумать, можно переработать. Ну, да. Ну а вот этот мусор, который вы высыпаете, ну это ж не био, это вообще ужасно там. Гниль такая. Да, я с тобой 100% согласен. Стекловата там вся вот это, да. Оно не сгорит, и оно не перегниет. Его надо потом куда-то девать. Но сейчас мы не в состоянии по финансовым,
чтобы вывозить его куда-то, нанимать специально. Но мы сами не можем это нанимать, надо экоресурс, чтобы они нам вывозили. Они нам это не будут делать. А нам указание очистить территорию вот Ну, пансионата. понимаете, чистим в одном месте, грубо говоря, в противоположном, абсолютно такой, знаете, 180 градусов засираем. Да, согласен с тобой, согласен, да. Я-то согласен, я-то тоже переживаю, что на большевик. Я тоже говорю, что потом будем делать. Ну, потом будем думать, кончится этот вирус, будем решать, что, куда, чего девать его потихоньку. А сейчас вот надо оттуда очистить. Кто там звонит? Ну хорошо, я вас понял, ладно тогда. Мгм, спасибо большое. Ну. Мгм, хорошо, давайте, до свидания. Алло. Леша, привет. Ага, привет. Леша, я тебе звоню по такому поводу. Сегодня получил очень интересное видео от одного подписчика, в котором, получается, трактор ваш, муповский, возит мусор на большевик, туда, на большой пансионат, который большевик у нас самый последний туда. Ты в курсе по этому? Наш это Муповский? Да, его Да, там... ну и в курсе этого, да. Ты в курсе, да? Да. Ну а зачем вы туда возите? Ну, как по мне информация была, то должны оттуда вывести. Ну, в общем, дальше я не знаю судьбу этого мусора. Нет, так... Ну, это как место, как бы, скажи. Ты временной дислокации ты имеешь в виду? Да. Не, ну вот. хорошо, мне вот самому стало интересно, да, я туда взял и поехал, думаю, что там за мусор, и действительно там застал вашего вот этого работника, который как раз выгружал. Я понимаю, если вы хотите там временно его дислоцировать, этот мусор, то зачем его раскидывать по всей территории полностью? Там кучка, там кучка. Я там уже даже не знаю, Руслан. Единственное, что знаю, ну, как бы, если нанимать ресурс и вот так вот машину именно, то машина дорого стоит. 40 тысяч одна машина. Не, ну, я понимаю, что это дорого стоит, но вот так вот, там 100-метровая полоса, черта, защитная полоса Черного моря, там же вообще это очень серьезное дело. Для чего вы это делаете, не могу понять. Ну, блин, во-первых, ну, это не мое поручение выводить туда мусор. Не, ну ты депутат, ты же депутат сельского совета, такое, или ты работник МУПа? Так сложилось, что и то, да, и депутаты... Ну а больше всего кто ты, депутат или ты работник МУПа? Депутат. Ну, так депутат разве может такое позволить, чтобы в 100-метровой полосе высыпали так нагло мусор? Да там, я извиняюсь за выражение, вы там засрали уже весь этот полностью объект, полностью весь земли. Там столько, там помимо вот этого строительного мусора, сколько еще веток, столько всякого другого бытового мусора. Там просто ужас. Я все это заснял и сейчас это все народу покажу, потому что так нельзя делать. Я понимаю, это дорого. Если вы говорите временно, вы должны его слаживать, получается, куда-то в одно место на кучу, а потом его вывозить. Но я там смотрю, что вывозить никто не собирается. Ну, я не могу прокомментировать эту ситуацию. Я понимаю, что, еще говорю, ты если со мной общаешься как с депутатом, то мы можем это обсудить как бы со всеми депутатами. Стоит нам так делать, не стоит. Если как с сотрудником МУПа, то момент тот, что это временного там местонахождения этого мусора, то это немножко логично. Ну ты был там? Дешевле. Ты был там? Ты видел? Я проезжал мимо. Если честно, я даже не знал, что такое большевик. И вот для меня как будто энергетик, или, ладно, солнечный, там я был в этом году солнечном, для меня это как будто был последний пансионат, там, точка, Николаевский, так сказать, конечная. Ну, понимаешь, там никакого намека, я говорю, на складирование с дальнейшим вывозом абсолютно не наблюдается. Там просто, грубо говоря, засирается территория, чтобы потом сказать, что это не мы, понимаешь? Но это не видно. Я считаю, как депутат,
как ты, как депутат, да, такое вообще не должен был допускать. Это, тем более, если ты был в курсе этого дела. Тебе нужно было давно этот шум поднимать и запретить это дело. А куда тогда предложение? Куда? Временно складировать, как вы планируете, на какую-то определенную площадку, а потом уже заключать договора о вывозе этого мусора, ветки перерабатывать. Видел, вот ты ж ездишь в город, видел эту машину, которая перерабатывает ветки? Да, мы спрашивали, сколько стоит. Ну и что, дорого она стоит? 1,5 миллиона хорошая. 1,5 миллиона, хорошо, ладно, в аренду взять. В аренду, честно, не узнавали мы. Ну хорошо, Леша, это здесь вопросы больше как бы к директору МУПа, не к тебе. Мне просто единственное, что я, конечно, буду это опубликовать, это видео, это однозначно, да. Мне просто твоя позиция как депутата будет, потому что я хотел тоже, чтобы ты прокомментировал его, потому что я твои комментарии тоже буду включать в это видео, да. И мне вот удивляет твоя позиция как депутата Николаевского сельского совета, который одновременно является работником МУПа. Мне кажется, твоя позиция должна быть категоричной, ты должен быть уже давно бить тревогу, а ты вот до сих пор молчишь. Молчу, потому что, ну, я тебе говорю, что для меня информация была для меня такая, что это временного местонахождения. Ветки, как бы, ну, это древесина, если там время пройдет, то он, возможно, сгниет и все остальное. Ну, Просто надо понимать еще место этого большевика, земля, что в будущем, что там будет. ну вот, ну свалка там точно, наверное, не будет в 100-метровой зоне, да? Наверное, Ну, свалки понятно, не будет, конечно, да. Ну вот я тебе конечно. советую, завтра выходной, к сожалению, да, но если тебе будет интересно, если ты там не был, просто поедь и пройдись по всей территории. Вот как заходишь налево, сходи, потом прямо туда, посмотри, вот похоже ли это на вывоз именно на временное хранение. Мне кажется, нет, Леш. Я, честно говоря, здесь немножко тебя не понимаю в этой ситуации. Так что я сейчас еще другим депутатам позвоню, да, узнаю их мнение, потому что некоторые уже видели, Марлен тоже это видео видел, не знаю, как Тимофей, Света, ну, Света, наверное, еще не видела, тоже мне интересно будет ваша позиция. Также мне еще интересна позиция Богдана и Шорохова, потому что, когда я разговаривал с водителем трактора, да, он четко сказал, что Шорохов, что сельский совет, что МУП, Татьяна, да, все в курсе, все дали мне типа команду сюда это возить. Вот мне интересна их еще позиция, как они к этому относятся. Ладно, хорошо, Леш, все, что да, слушайте. Не-не-не, все. Ага, хорошо, давай, до встречи тогда. Пока. Ага, пока. давай, до встречи, пока. Алло. Тима, привет. Привет, Руслан. Слушай, я тебе звоню по такому поводу. Сегодня я получил видео от одного подписчика, в котором подписчик утверждал, что у нас МУП Николаевский вывозит строительный и бытовой там мусор в Большевик. Это последний пансионат, который у нас по левой стороне Николаевки. Его складируют. И там получается по территории. Я, чтобы проверить эту информацию, выехал туда. Получается, посмотрел, там действительно столько мусора разного. Я тебе вот видео скинул, ты его смотрел, да, то есть смог убедиться, что его там много. И получается, даже зафиксировал тракторист МУПа, его там, получается, выгружал в тот момент. Представляешь? Вот я как бы обзваниваю депутатов, да, которые вот имеют отношение как к Николаевке, да, и хотел бы твое мнение узнать по этой ситуации. Что ты можешь сказать? Вот расскажи. Да, Руслан, я тоже посмотрел это видео, я тебе могу сказать одно, что это бессмысленная трата денег, убираться в одном месте возле моря и перевозить мусор в другое место, которое тоже находится возле моря. Это наш пансионат «Большевик». Ну, как бы, какой смысл? Мы сейчас очищаем территорию, получается, возле базы отдыха «Полет» в сторону Дельфина, да, вывозим оттуда мусор. И загрязняем в противоположной стороне Николаевки тоже территорию, которая находится возле моря. Ну, получается так, да. Получается, с где логика здесь? Я не знаю, Руслан, я считаю, что это неправильно. Во вторник пойду в поселковый совет и разговаривать с Доманицким по поводу этой ситуации. Ну вот я тоже сейчас буду разговаривать еще с Марленом, буду ему звонить, да? Он тоже, посмотрим, как его реакция какая будет. Не, я считаю, это точно-то не дело. Смысл, ты с одного места вывозишь
другое место и также возле моря. Просто с противоположной стороны. Так, мало то, что возле моря, это еще, я думаю, это 100-метровая защитная полоса Черного моря. Потому что вот эта куча, где он высыпал, да? Да, тем более. Я прошелся туда дальше, там, ну, точно 100 метров до моря. Это, мне кажется, вообще безобразие. Как можно так делать, не понимаю. Да, они просто, может, думают, что там люди не ходят, или, я не знаю. Нет, ну вот Серов мне рассказывал, он же ж не только депутат у нас, да, он еще работник МУПа. Да, я от него, кстати, не слышал этой информации. Да, он и нам как бы до этого ничего не говорил об этой ситуации, да, мы не знали, что они туда высыпают этот мусор. Но он говорит, что временно его туда высыпают, а потом будут вывозить его как бы на полигон основной. Но я считаю, что если временно складируется, то, мне кажется, складируется все на одну кучу. А так как ты видел видео, там я еще там видео выложу, ты посмотришь, да, дополнительно. В общем, они утверждают, что они там делают временную свалку, да, возле моря? Да, временную свалку. Временную свалку и грозятся, что они потом это все вывезут, да? Да. Или как? Ну, так Серов мне рассказал, по крайней мере. Что они хотят все это потом вывезти. Но они разбросали его по всей территории. Я не знаю, сколько там гектар земли. Я все прошел, проснимал, да. Если они хотят его потом вывозить, зачем его разбрасывать в каждую канаву, за каждый угол, везде. Они как бы не в одной куче складируют, а по канавам разбрасывают по всей территории, да? Нет, да, это вот дополнительное видео я тебе еще покажу, это не все, там просто большой объем. Они по всей территории, получается, разбрасывают его, да? По всей территории они его разбрасывают, да. Так что вот так вот. Я думаю, вы должны, как депутаты... Не, обязательно мы будем примем меры, обязательно. Вот со вторника я пойду в поселковый совет и будем разговаривать, что они дальше планируют делать с этим мусором. Но еще обязательно я сам туда съезжу и все это дело обойду, весь большевик, и посмотрю своими глазами. Да, обязательно посмотри. Обязательно завтра посмотри. Хорошо, все, давай, спасибо большое. Пока. Ага, и тебе спасибо за информацию. Угу, давай, пока. Пока. Алло. Привет, Марлен. Добрый день, Руслан. Слушай, звоню по такой ситуации. Сегодня получил видео от одного из подписчиков, да, в котором он зафиксировал, как МУП Николаевский вывозит мусор в Большевик. Это последний наш пансионат. Там недалеко от тебя, получается, находится. И я думаю, поеду посмотрю, потому что мало ли там что-то, потому что там фотография не особо четкая, думаю, поеду гляну. И значит, что действительно зафиксировал, получается, в тот момент, когда я там был, я видел вот этого трактора, я тебе видео вот отправил, ты, наверное, его посмотрел, да, который разбрасывал. Да. И получается, был просто, честно говоря, в шоке. Зачем в 100-метровую зону сбрасывать мусор? Я позвонил там другим депутатам, они тоже дали комментарий. Вот звоню тебе, хочу спросить твое мнение по поводу этого. Да, Руслан, видел твое видео, на котором сотрудники МУПа Николаевский производят вывоз строительного мусора на территорию бывшего пансионата «Большевик». И я, как депутат Николаевского сельского совета, обращусь в природоохранную прокуратуру, чтобы те дали правовую оценку действиям сотрудников и руководству МУПа, а также к руководству администрации Николаевского сельского совета, чтобы были приняты меры, чтобы в будущем не допустить, чтобы в 100-метровой зоне у нас устроили второй полигон ТБО, такой же, как в Раздоле. Да ужас там, я тебе говорю, там просто такое впечатление, что они туда вывозят уже не один месяц. Вот весь мусор, который вот мы видим, да, в социальных сетях, что вот какой хороший МУП Николаевский, да, все убирает, все чистит, получается, все туда вывозится и сбрасывается. Это просто катастрофа. Я тебе советую туда съездить посмотреть вот завтра, вот когда будет. Обязательно найду время, съезжу, гляну, конечно. Дождемся рабочего дня и обязательно обратимся в природоохранную прокуратуру. Хорошо, Марлен, хорошо. Спасибо. Все, давай, до встречи. Спасибо за информацию, до свидания. Пока. Да, привет, звонил? Привет, Свет, да. Слушай, я там ты, наверное, видела, видео сбросил по поводу вот этого мусора, который выбрасывают. Да, только что посмотрела. Слушай, я тебе звоню, хотел твой комментарий как бы услышать по этому поводу. Сегодня просто я тебе предысторию расскажу. Я сегодня получил видео одно интересное от подписчика, да, в котором было видно, как Николаевский МУП, вот трактор его, высыпал мусор. И там было, типа, автор говорит, что на территории базы отдыха «Большевик», не база отдыха, а пансионата «Большевик», которые сейчас заброшены, они высыпают.
Я туда реально поехал, посмотрел, и как раз действительно застал этот момент, когда они там высыпают. Получается, этот строительный мусор, там куча разных веток. То есть они там, грубо говоря, всю территорию засыпали этим мусором. И я как бы депутатов обзвонил, да, и вот интересуюсь как бы мнение, чтобы по этому поводу, да, вот надо же какие-то, наверное, меры принимать. Как ты думаешь, что мы должны для этого сделать? Не, ну, конечно, то, что они там высыпают на территории, это неправильно. Ну, конечно, это неправильно, да. Я вот Надо, наверное, к голове как-то обращаться. Ну, конечно, я думаю, да, думаю, вряд ли он не знает. Потому что с трактористами я когда разговаривал, он сказал, что обращайтесь в сельский совет, они меня типа сюда послали. Ну, я считаю, что с этим надо разбираться как-то. Непорядок. Надо собрать всех депутатов, выехать на место, посмотреть, что, как, позвать главу. Да, задать ему вопросы, наверное, какие-то, да, Да. определенные, чтобы он это прокомментировал, для чего это делает. Конечно. Ну, как-то так. Ну хорошо, Свет, я тебя понял. Ну хорошо, Свет, давай тогда, до встречи. Ладненько, давай. Пока. А сейчас, в конце своего видео, я хочу обратиться к активистам. К тем, по крайней мере, кто себя так называл весной 2019 года. Лиманкин, Тиунова и другие. Я не могу вас понять. Вы что, одели темные очки или ослепли? Оглянитесь. Берег страдает, а вы молчите. Или вы молчите, потому что вам сказали молчать. До свидания. До встречи.